Друзья, здравствуйте! Меня зовут Катя, и вы на канале о красивых вещах. Рада вас приветствовать у себя в гостях. И чтобы не тратить наше с вами драгоценное время, давайте начнем с самого главного. Лисички мои завершены, вышивка закончена, все трое лисят появились на полотне, и выношу их, так сказать, на ваш суд. Итак, вот они какие замечательные, славные, рыженькие, очень здорово смотрятся на вот этом вот сером белфасте в белый горох. И выглядят, конечно, просто потрясающе. Еще раз хочу обратить ваше внимание на бэкстич, потому что он того заслуживает. И хочу про него кое-что рассказать. Вот в этой вышивке я поняла, почему вот этот вот шов контурный надо выполнять именно швом назад иголку, то есть по всем правилам. Не просто выводя линию любым возможным способом, а именно возвращать иглу назад и потом шагать ею вперед. Ну, то есть выполнять классический бэкстич. Я не знаю, почему меня не осенило раньше. Возможно, просто эта вышивка совпала с чьим-то видео, где об этом рассказывают. Совершенно такое запросто может быть. Но прозвучала фраза, которая нашла во мне отклик, что именно такое выполнение бэкстич позволяет добиться того, что он потом при вышивке, вернее, после стирки провисать не будет. Здесь, конечно, нет таких больших участков. Бэкстич вообще очень хорошенький. Он счетный, он очень легкий, при этом он очень качественный. Он делает ровно ту работу, которую должен делать. Но вот здесь я постаралась еще все-таки соблюсти технологию этого шва. И этим в том числе эта работа мне памятна. Более того, здесь бэкстич, он совершенно неоднородный. Часть участков выполняется черным цветом в одну нить, а часть участков выполняется тем же самым цветом в две нити. Вот, например, вот здесь вот на ушках это придает такой, немножко акцентирует внимание на этих элементах, придает больше тени и как-то делает изображение 3D. Автор, когда, я вам уже говорила в прошлый раз, что описание очень качественное, и оно действительно помогает вам выполнить эту вышивку. Так вот, автор в своем описании продумала в том числе этот момент, и она предлагает нам такую очень простую штуку, о которой вполне вероятно, опять же, все знают, кроме меня, а может быть, просто и я знала, но мне не хватало вот этого толчка, чтобы начать это пользовать. Автор предлагает не менять нить с одного, вернее, не менять иглу, а выполнять бэкстич весь сразу же в одну нить, просто в тех местах, где надо бэкстич в две нити, проходить его 2 раза. Я не знаю, почему я не могла дотумкать до этого сама, но вот этого не случилось. Здесь я просто, опять же, вот в полном объеме этим воспользовалась. Буквы все вышиты именно так. Здесь даже буквы, по-моему, в 3 сложения. Вот, например, посмотрите, умеют, вот четко видно. Одна грань буквы в одну нить, а потом более объемная. Это все вот очень здорово формирует видение вот этого дизайна, сюжета, придает ему глубины и объема. И вот здесь я совершенно не беспокоилась. Взяла ниточку в одно сложение и в нужных местах просто 2-3 раза прошлась. У меня все получилось. У меня все легло как надо. Наоборот, у меня даже аккуратнее вот эти участки получились, нежели я бы вышивала сразу в 2-3 нити. И вообще я серьезно, ребята, я очень сильно довольна вот этой работой. Она, с одной стороны, простая, но с другой стороны, во-первых, до того приятно, а во-вторых, она прям обучалка. Я не знаю почему, мне было очень легко, и многое понятно, и много я для себя устаканила, и буду применять это в дальнейшей практике. Ну вот я такая немножко получилась нерадивая, или просто до меня не доходило, здесь дошло. Лисички готовы, все. С этой темой мы почти закончили, нам осталось оформление. Да, я вот специально положила здесь еще needle worker.
И его надо оформить, и сэмплер надо оформить, лонгборн, и еще у меня чашка месяца, как минимум одна на оформление. Видимо, это все будет как-то у меня в одном моменте оформляться, пока я вынашиваю идеи, собираю какие-то эти идеи, подготавливаю ткань, в общем, пока все это зреет. Должно прийти время, потому что вот этот вот красавчик у меня года 3 пролежал, и его время пришло, и вот он перед вами такой красивый сейчас лежит. И оформлению тоже придет время. Я очень надеюсь, что не такое далекое, потому что мне хочется сделать вещи, которыми я буду пользоваться. Значит, это была первая моя вышивка на основе с горошком. Вот я сейчас после стирки вижу, что немножко качество этих горошков изменилось. Горошки — это печать, и печать краски сверху, принт, самый обычный. Поэтому очень часто бывали ситуации, когда вам надо иголочку в определенное место воткнуть в ткань, а там горошек, и там вы не видите этих переплетений, потому что они просто замазаны сверху краской. Ну, это сначала немножко не то, что не пугало, но как-то так вот волновало, но потом я к этому привыкла, приспособилась, и вышивка просто полетела. Сейчас я этого горошка тоже уже больше не боюсь. Ну, после стирки немножко пообмяк вот этот принт, он стал более естественным и не такой вот он напечатанный, он как будто родной вообще совершенно стал. Изнаночку давайте я вам покажу. Изнаночка выглядит вот так, тоже я старалась не делать протяжек. Ну и вот, собственно говоря, бэкстич практически получается слитная линия, нет таких пунктиров, вот здесь только я что-то обезобразила. Старалась, очень старалась выводить именно бэкстич, шов назад иголку, чтобы у меня ниточка потом держалась, чтобы контур держался. Но вы видите, что в принципе хорошо. Я считаю, что изнанка не неряшливая, без протяжек, без узлов. Вот это вот я сейчас порежу после стирки кусочек или заправлю. В общем, я довольна очень этой работой. Будем ждать, пока снизойдет на меня вдохновение на оформление. Лисья тема еще у меня не закончена. Давайте покажу вам продолжение. Почти готовый результат. Вот такая лисичка у меня сейчас вышивается от компании Дивная Вишня. Она пойдет в комплект вот к этим ребятам. Я думаю, что если у меня все-таки эта работа уйдет на органайзер, то дополнением к нему будет вот эта лисичка. Либо на какой-то один из предметов комплекта, либо она просто будет как маячок на сумочке или на органайзере. Ну, в общем, каким-то образом я ее использую. Вышиваю я по наборчику Дивной Вишни. Сейчас подробно останавливаться не буду, потому что у меня есть что рассказать. Это первый мой опыт. И вообще вышивки на деревянной основе с перфорацией, и вышивки наборов именно от Дивной Вишни. Есть за что похвалить, есть на что обратить внимание. Ну, вообще, это, конечно, семечки. Оторваться от этой вышивки невозможно. И у меня в пути еще 3 наборчика. Я думаю, что я их не буду, конечно, оставлять на потом. Я так думала, что положу их в закрома, и если вдруг на меня там накатит что-то взять повышивать, я возьму лучше вот эту вот вышью работу. Нет, я думаю, что я все это быстро очень дело разберу на процессы. Вот такая вот лисичка, хорошие составляющие, заявленный DMC, вот замечательная совершенно палитра, и она очень гармонирует вот с этими лисятами. Просто вот такое настроение рыженькое не хотелось терять, и решила я сразу же все это вот выполнить. Мне остался еще кусочек вот здесь довышивать, сделать бэкстич. Опять же, буду стараться. Хотя вот эту я стирать уже не буду, но все-таки, чтобы отрабатывать технику, надо стараться. Дальше у меня будет вышивка вот таким вот бисером. Пресиоса написано. Менять не буду, будет такие рябиновые бусики. И здесь я немножко похулиганила, я добавила 2 креника в работу, вот такой вот красный и свой любимый золото с серебром, цвет номер 3221. Красный цвет 003 Highluster. Просто из запасов мне захотелось сделать рыбку золотой, как будто бы лисичка сходила до проруби и у волка вытянула вот здесь вот
его немножко видно, его совсем чуть-чуть, он очень приглушенный, этот блеск. Давайте по картинке посмотрим. Вот она здесь несет в одной лапке рыбку, а в другую курочку стащила из курятника. Вот здесь вот рыбка у нее золотая, чуть-чуть есть вот этого желтенького металлика, и на плавниках, и на хвостике красный. Ну, рыбку на удачу вытащила. Вот такие дела, такие у меня листья и проекты завершаются, продолжаются. Я думаю, что с рыжим цветом я еще не заканчиваю, и будут очень интересные небольшие миниатюрки рыженькие а-ля Фокс, скажем так. Что это будет, вы узнаете чуть-чуть попозже, если останетесь со мной на канале. Подпишитесь, поставите лайк, если вам понравилось, нажмете колокольчик, в общем, сделайте все то же самое, что делаете на других каналах, чтобы не пропускать видео. Спасибо вам за внимание, спасибо, что остаетесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока.